Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня видео о моих готовых работах за последнее время. На этой неделе у меня не получилось снять видео в понедельник. Оно у меня не вышло на канале. Не знаю даже, с чем это связано. Может быть, не было настроения. Может быть, не здоровится. Но как-то у меня не получилось записать видео. Я знаю, что кто-то ждал, писал мне, спрашивал, но извините, вот так у меня на этой неделе получилось. Но я исправляюсь чуть позже, как говорится, лучше позже, чем никогда. И вот я решила записать это видео сегодня. На самом деле у меня готовых работ нет, от слова совсем. Да, я, конечно, вяжу, но как-то у меня не получилось довести какой-то проект до конца. Ну, поделюсь с вами текущими процессами, покажу покупки. И в конце видео нас всех ждет сюрприз. Но для меня это уж точно сюрприз, но об этом позже. Так, но для начала давайте расскажу, как я сходила на ярмарку в воскресенье. Ярмарка, как я считаю, прошла удачно. Если учесть, что я туда пришла не рано, а часам к 4, и постояли мы часов до 8, то продаж, 4 часа бурной торговли, можно сказать. Продала я на хорошую сумму, чему очень рада. Так, сейчас беру блокнотик свой и поделюсь, что же мне удалось продать. Так, 21 июля. Я всегда беру с собой браслетики, которые собирает моя дочка из бисера. И вот я прям какой-то был в этот раз бум на браслетики. Вот. Хорошо продавались браслетики и фенечки. Продала их более чем на 1000 рублей. Из крупных покупок это у меня купили 2 зайчика в люльках. Я их продаю по 1500 рублей. Но они у меня большие. Позже покажу. Я уже готовлю новый, так сказать, товар. Уже начала вязать люльки, зайчиков. И чтобы вы имели представление, какие зайчики уходят вот у меня на ярмарках. Так, вот 2 такие люлечки купили. Это что из дорогого. И купили у меня ловца снов. Также за 1500. Я его продала. Фотографию этого ловца я сейчас прикреплю на экране. У меня очень много ловцов. Я даже забыла про их существование. Они у меня висят в чехле для одежды, чтобы перья не заминались. Там вот эти ленты все, кружева. И они у меня висят. Я даже забыла, что они у меня собраны уже и готовы. И прошлым летом, когда выходила на ярмарки, брала несколько штук, даже не из той партии, про тех я уже совсем забыла. И тут недавно перебирала в шкафу вещи, которые мы уже не носим, убирала и увидела наконец-то эти ловцы. Вот. Так что один такой ловец у меня купили вот именно из той партии. Так, дальше что у меня купили? Косыночку. Таксу я вам ее показывала, да и косынки я все показываю, что я мастерила. И купили зайчика беленького в юбочке из кружева, вот этого изумрудного. Я показывала этого зайчика в последнем видео. Вот его у меня сразу же купили. На самом деле продаж не так много, но, как я сказала, мы стояли всего 4 часа. Мы — это я и муж. Он, конечно же, всегда меня сопровождает, помогает мне, с парковки донести весь товар, столы, стульчик. И к вечеру приехали дети, и дочка приезжала, и сын с женой. Так что нас там было много, нам было весело. Вот. Это как у нас культурно-массовое мероприятие получилось. Так что вот такая ярмарка. Носки я вырезала. Вот что-то я не могу их найти, куда. Может быть, они в машине, в багажнике, мы их еще не подняли. Домой, в следующем видео постараюсь показать вам эту гирлянду из носков, но повесить у меня не получилось ее. А почему? Потому что был какой-то ветер, и вот эти скатерти колыхались на столах, и
Я думаю, эти флажки также будут из носков разлетаться. Ну, покажу вам эти носочки позже. Я их рисовала все утро перед ярмаркой акриловыми красками вот, на бумаге для пастели. Красивые нарядные флажки получились. Взяла маленькие прищепочки декоративные, но не повесила. Вот. Ну, если бы, может быть, с утра бы пришла на ярмарку, и ветер был поменьше, ну и времени побольше, может быть, и украсила бы. Но не получилось в этот раз. И, к сожалению, я не сфотографировала стол свой, прилавок с товаром. Вот все время хочу это сделать, но забываю. Как-то вот какие-то дела находятся всегда, и не получилось сфотографировать. Ну, буду исправляться, стараться в следующий раз. Но в следующий раз, я думаю, наверное, выйду уже в конце августа. Вот. Ну и теперь давайте перейдем к процессам, что я сейчас вяжу. Так, сейчас покажу более-менее готовую работу, но все равно она еще не доделана. Связала вот такого зайчика. Я таких зайцев вяжу в люльку. Но на этот раз он получился у меня почему-то крупный. Но я догадываюсь, почему. Потому что это пряжа Воланс. И какая еще есть пряжа у нас плюшевая? Это не Воланс. Bunny Baby. Так, сейчас посмотрю моток. Вот из головы вылетело название. Да, все правильно. Взяла новый моточек этой пряжи. Это Воланс Bunny Baby. Цвет светло-серый, очень приятный. Он даже немножечко такой с голубым отливом. 100-36. Вязала крючком 4 миллиметра, и получился он у меня крупненький. Так, давайте померяем. Измерять буду рост его без ушек, потому что ушки висячие. Ну, 25 сантиметров где-то. А у меня донышки 25 сантиметров. И вот в люлечку он не поместился. Поэтому мне сейчас нужно вязать, выбирать или другую модель зайчиков, или крючок взять поменьше, 3,5. Но я думаю, я, может быть, сделаю и туловище поменьше, и голову поменьше. Но я уже видела по пропорциям, что когда связала тело, что зайчик получится большой. Можно было бы, конечно, и голову сократить рядочков поменьше. Но мне вот захотелось сделать его именно таким головастеньким. Вот. Украсила его вот таким жабо из кружева. Этот воротничок на завязках можно развязать. Так, хвостик не пришила, как всегда. Глазки глиттерные, розово-сиреневые. Они хорошо сочетаются с серой пряжей. Такой милый зайчик у меня вышел в этот раз. Ушки ему не поленилась, сделала подлиннее. Но это у меня будет уже игрушка не для люльки. И вот хотела отдельно рассказать про кружево. Как я уже говорила в своих предыдущих видео, у меня много тесьмы, лент, кружева досталось в наследство от бабушки. Двоюродная бабушка. И вот такой моточек, очень красивый, оно мне нравится. Посмотрите, какая прелесть. И вот у Зинаиды Захаровны всегда была привычка подписывать. И я вот смотрю, моток 10 метров по 36 копеек. Купленный в Дружбе, наверное, магазин. Бабушка жила в Томской области. И куплена эта лента кружева 10 февраля 1984 года. Вот представляете, этому моточку уже более 40 лет. И как хорошо все сохранилось. Оно ничего не расползается, крепкое. И, наверное, это не китайское кружево, а Made in USSR. Вот такое винтажное кружево. И вот зайчик у меня также в ретро-стиле получился. Бархатный розовый носик. Ну, миленький зайчик. Вот. Ну, будем считать, что готовая работа. А почему он не готов еще? Я хочу сделать ободочек, связать из цепочки на воздушных петель, может быть, ее обвяжу, и вывязать маленький цветочек, ромашку, так же, как украшение. А может быть, не буду, посмотрю еще. Он и так симпатичный, милый такой, уютный. Вот, но сначала-то я вязала люльки. Вот одну связала.
Вот такая люлечка. И сразу сделала постельку. Подушечка, матрасик и одеялко. Вяжу я эти люлечки на деревянных донышках 25 на 15 сантиметров. Они крупные люльки, поэтому я и продаю их по 1500. Вот. Но вязать на самом деле люльки не сложно, быстро. Эту люлечку я вязала из плюшевой пряжи из фикс прайса. Но так как моточки там небольшого метража, пряжа сама по себе толстая, ну там, наверное, и мотки не по 100 грамм, а по 80. Я, чтобы хватило моточка, добавляю сюда еще другую пряжу вот для отделки. Это у меня Дольче от Ярнард. И добавляю вот эту мохнатую ниточку. Также это из фикс прайс. Вот, махровую ниточку. Вот. Одна люлечка готова. Вот посмотрите, видите, этот зайчик у меня вот вязала по этой же схеме, но зайки хорошо влезали, а вот этот не помещается, к сожалению. Но ничего, он и отдельно продастся. Вот, тем более, когда подходит покупатель, я всегда предлагаю перекомпоновать. У меня в ассортименте всегда несколько люлечек, поэтому я и подвязываю сейчас новые, так как у меня 2 люльки купили, осталась 1 люлечка. Вот, всегда предлагаю поменять местами одеялки, подушечки, зайчиков можно переложить. Если вы считаете, что, допустим, белый зайчик больше подходит к сиреневому, пожалуйста, я всегда разрешаю скомпоновать самим такой наборчик. Но хотя стараюсь сама подбирать все более-менее подходящее и редко, когда просят что-то поменять. Всех все всегда устраивает. И давайте сейчас я прикреплю на экране фотографию зайчика, который мне очень-очень нравился. И связан он был в постельных тонах, и одеялко было связано по принципу бабушкиного квадрата. И вот эту люлечку, конечно же, купили первый. Вот, посмотрите, какой красивый набор был. Вот. Так, вот 1 люлька готова. Далее связала еще 1 люлечку. Вот та люлька была связана вот из такой пряжи цвет какао с молоком. И также я сделала отделку из Дольче здесь. По-моему, это Дольче, но неважно. Вот такая молочная пряжа. Вот этот капюшончик обвязала. Подушечка из муслина. Матрасик также и одеялко. Такое сваленное шерстяное. Вот мне надо связать еще зайчика вот в эту люльку. Я его буду вязать нежным-нежным тоже зайчиком. Не розовым никаким. Ну и не белым. Может быть, бледно-розовым. Ну, посмотрю, буду моточки прикладывать. И когда глазу будет приятно, решу, из какой пряжи вязать зайчика в эту люльку. И еще 1 люлечка вот такая. Вот 3 люльки новых у меня. Это также у меня пряжа из фикс прайса. И сюда добавляла синюю. Это просто моточная пряжа, хлопок. Свернула ее, сложила в 3 нити и добавила вот эту махрушечку, чтобы толщина пряжи совпадала вот с изначальной. Вот такие люлечки в моем ассортименте. Ну вот жалко, конечно, что этот зайчик не подошел. Но ничего страшного. Я люблю зайчика вязать. Я думаю, сейчас займусь, вот, доделаю эти наборчики, чтобы они были готовы. Вот. На них все смотрят на ярмарке, тем более они у меня крупные такие, не маленькие. Ну и вяжу я их с душой, видно, что тут все подобрано. И я уже нашила, вот у меня тут уже промышленное производство, вот нарезала сразу поролон на эти матрасики. Не хочу я вязать эти матрасы, это и пряжа тратится, а у меня есть в наличии поролончик вот такой сантиметровой толщины. И пока машинка швейная у меня была настроена, связала, обшила сразу вот эти матрасики. Этот бордовый цвет, фиолетовый, подходит под люлечки. И у меня вот был отрез ткани, я сразу накроила и настрочила таких матрасиков. Ну а подушечки можно вязать из плюшевой пряжи, но одеялки также это уже буду подбирать под каждую люльку индивидуально. Вот. Все, люлечки вам показала, похвасталась. Сейчас уберу и переходим к следующему. Какие же у меня еще процессы? Не скажу, что это на крючке, это у меня на спицах. Вяжу вот такие носки.
Это у меня будет мужская пара. Длинный паглинок делаю, но он еще при ВТО, после ВТО увеличится немножко, растянется, раскроется, пряжа будет помягче. Вяжу из пряжи Гималай Сокс. Не буду сейчас я номер расцветки говорить, потом, может быть, скажу, когда будет готова пара. Это надо искать этикетку. Но я эти мотки уже также вам показывала. Но я думаю, если наберете Гималай Сокс, то там не так много расцветок, и это легко узнаваемая пряжа. Посмотрите, как красиво ложится узор. Но не узор, а полосочки. И что я заметила, то, что очень длинный раппорт у этой пряжи. Вот я начала вязать с малиновой вот, части моточка с этого отрезка. Вяжу, все не повторяется узор. Вот посмотрите, сколько я провязала, и расположение цвета все идет по-разному. И только начиная вот с середины пятки, вот конец малинового, пошел уже снова повтор раппорта. И я вот думаю, если бы я вязала эту пару из одного мотка, может быть, у меня не получилось бы подобрать пряжу так, чтобы в паре два носка были одинаковыми. Вот. Возможно, не хватило бы. Ну и найти вот подбор такой такой отрезок пряжи было бы, наверное, не так просто. И вот хорошо, что у меня такой пряжи еще один моток. И я уже и второй моток отмотала, чтобы начать второй носочек вязать именно с этого места. И вот два носка у меня получатся одинаковые. Соответственно, они у меня, если, дай бог, не будет узлов, конечно, в пряже. И закончатся эти мотки у меня в одном месте по рисунку, что касается. Значит, и следующую пару я буду вязать также два одинаковых носка. Но следующая пара, наверное, будет у меня женская. Вот. А может быть, останется еще и на детскую пару носочков. И тогда у меня получится family look. Носочки папе, носочки для мамы и для ребеночка. Мне кажется, такая расцветка хорошо подходит и мужчинам, и женщинам, ну и детям. Веселенькие такие они, носочки. Вот, так что прям хочу с нетерпением уже продолжить эту работу. Вязала эти носки на ярмарке, я сидела. Прям много я провязала. Конечно же, там не так много времени у меня было на самом деле. Ну и все равно отвлекаешься постоянно, уделяешь внимание покупателям, там какие-то. Вот, поэтому вопросы там надо решать. Ну, чуть-чуть повязала все равно. Вот. И так как у меня эти носки остались в машине, мы не сразу подняли все мои изделия, когда приехали из ярмарки. Ой, с ярмарки домой. И лежала у меня эта сумка в багажнике. А так как я вечером приехала домой, что-то же хотелось повязать, а именно носочки, пока рука вот у меня настроилась на носки. Вот. Я начала новую пару. Точнее, у меня резинка уже тоже была набрана. У меня тут куча процессов развела. И также вяжу одновременно два носочка. А почему два носка сразу вяжу? Потому что вставляю сюда вот такой остаток пряжи и не знаю, хватит, не хватит. Вот буду вязать их параллельно. Хочу и извязать эту пряжу в ноль, чтобы у меня уже ее не оставалось. Вот. А вот эти бордовые и цвет петроль у меня много, считай, почти по полному мотку. Ее, конечно же, хватит. Я просто добавляю, чтобы как-то украсить эти носочки. И посмотрите, какое красивое сочетание. Это все методом Helix. И даже вот эта темная полоска, вот однотонная, казалось бы, да, я тоже ее провязала методом Helix. То есть, ну, нитка тут из двух концов вяжется. Ну, как хеликсом, понятное дело. Вот. И вот этот отрезок вроде бы тоже из одного мотка, но также вяжу методом Helix. Вот, чтобы потом один хвостик оторвать, присоединить вот темную или бордовую, или синюю, и также буду продолжать вязать полосочки. Но это творческий процесс. Потом довяжу носочки, конечно же, покажу, что у меня получилось. Но эти носки я вяжу на 64 петлях, значит, это у меня будут женские носки. Вяжу на спицах 2,25. Да, и что касается спиц. Вот эти у меня спицы
Knit Pro, да, по-моему, Zing. Да. Мне они очень нравятся. Единственное, что, конечно, вот они у меня гнутся. Я их периодически вот так поправляю немножечко, выпрямляю. Ну, хорошие это спицы. И я вам показывала недавно новые спицы, которые мне подарила подруга. Вот они, эти спицы. Они также 2,25. Это спицы Чиагу. Поначалу, когда я только набирала петли и начинала вязать резинку, мне показались как-то они шершавые, но сейчас все идет как по маслу. Может быть, какая-то обработка металла, как-то они как шершавенькие, приходилось сдвигать немножечко ниточку, но все, они уже пообтерлись, прям все, пряжа скользит великолепно, но спицы не вылетают из изделия, очень-очень хорошие спицы. Я даже теперь не знаю, какими мне больше нравятся. Я хочу повязать вот этими и сразу попробовать своими старыми. И вот какие мне больше понравятся. Потому что я эти вязала, потом с перерывом в 2 дня этими там спицами, да, к примеру, я не могу вот ощущения свои сравнить. Вот эти Чиагу 2,25, 15 сантиметров они длиной. Очень удобные для вязания носочков. И если вы сейчас думаете, какие спицы вам приобрести, вот я рекомендую купить именно вот эти спицы. Они, конечно же, подороже, чем вот эти зинги. Вот. Но эти тоже спицы очень даже хорошего качества. И вязать, тем более, если вы только начинаете, может быть, не стоит слишком заморачиваться и покупать дорогие спицы. Хотя как посмотреть на этот вопрос? Может быть, стоит сразу купить подороже. Вот эти Чиагу, они не гнутся, прочные. Так что решайте сами, думайте сами, какие вам больше подходят. Так, это что касается носков. Видите, простые носки, а как вот много времени я им уделила. Кстати, недавно я опубликовала заметку небольшую на своем канале в Дзене про стоимость носков. Ссылку на эту заметку я оставила в своем телеграм-канале. Можете также почитать, что там я написала, своими мыслями поделилась. И жду ваших комментариев, что же вы думаете про стоимость вот этих шерстяных носков ручной работы. За какую цену должны продаваться эти носочки. Вот. Там и комментарии интересные можете почитать. Комментарии и в Телеграме, и в комментарии под этой заметкой на Дзене. Вот. Так, начала вязать сегодня утром вот таких капибарок, но это только болванки, заготовки. Их вязать быстро. У меня закончились эти игрушечки, брелочки на полочке в магазине. Поэтому мне нужно их сейчас еще навязать. Буду их делать разными. В шапочке лягушки, в шапочке зайчика, клубнички, апельсинчики, мандаринчики. Ну, посмотрим. С рюкзачками там можно делать, с ягодками разные. Болванки навязать это быстро, но вот само оформление, вышить глазки, носики, затонировать, надо там усики еще вышить, вот эти шапочки связать, пришить, там, прикрепить ярлычки, это все, конечно же, много времени занимает. Но все равно сейчас навяжу, пока у меня вот на потоке, пока я помню схему наизусть. Сейчас буду вязать вот такие игрушки. И на ярмарке, когда я брала таких капибарчиков, тоже все смотрели. Они прям, конечно, мимимишные такие получаются, прям вызывают умиление. Вот. И что я вчера сделала новенького? Ходила в фотостудию и распечатала вот такие ярлычки. Но это у меня эксперимент. Я, конечно же, сделала неправильно макет. Буду переделывать. Но я смотрю, вроде бы читабельная Audrey Studio моя надпись. Вот такие маленькие ярлычки. Так, размер одного ярлычка получился 1,6 на 2 сантиметра. Вот мне надо сейчас все нарезать. Тут плохо видно, наверное, тут как домики. И я хотела делать дырочки дыроколом, но нет, они слишком маленькие. Буду шилом прокалывать и прикреплять такие маленькие ярлычки к своим брелочкам. Вот.
А что я неправильно сделала? Мне не хотелось печатать на белоснежном картоне. Я попросила сделать вот эту печать на таком молочном, как вот приглушенном, он такой желтоватый. Помяла немножко. И мой рисунок вот потерялся. Все-таки вот эта картинка у меня была изначально запланирована для белого картона. Ну, короче, цвет изменился, потому что вот этот голубой смешался вот с этим желтоватым, и немножко цвет мне не нравится. И белые ярлычки мне не хотелось, чтобы они как-то, ну, не бросались уж сильно в глаза. Вот, ну, хотела вообще на крафтовой бумаге, ну, вот такой вот. Ну, такой у них нету. Вот. Ладно, что-нибудь придумаю. Вот я хочу вот эти ярлычки нарезать и прикреплять на свои игрушечки. Вот. Так что надо мне сейчас также заняться нарезать эти ярлычки. Так, давайте сейчас покажу покупки, наверное. Вот они у меня тут все под рукой. Вот моя любимая коробочка, на которую я очень давно смотрела. Купила ее в магазине «Твоя полка». Вот такая прелестная коробочка. В ней, конечно же, можно собрать подарок. Я думаю, вот эта коробка порадует, конечно же, получателей подарка. Но я хочу оставить эту коробочку для себя. Вот что-то в ней хранить. Посмотрите, как она плотненькая такая прям. Вот. Я не знаю, где такие коробки. Симоленд, но я смотрела на Симоленде, таких коробочек я не нашла. Может быть, они давно были закуплены, эти коробки. Сейчас там таких нету узоров, рисунков, картинок. Вот. Она такая большая, крупненькая. Может быть, ниточки буду хранить в этой коробке, как шкатулку. Может быть, какие-то секретики свои. Ну, посмотрим. Ой, прям она глаз мне радует. И она под интерьер мне подходит и под тему. И лошадок мы с вами вязали, и зайчиков. Симпатичная коробка. Так, купила. Что я еще купила? Это что у меня? Леска для рукоделия. Так, где-то еще резиночка была для рукоделия. Вот она, нить резинка. Это для браслетиков. Купила глазки зелененький и синенький. Это для котиков, вот этих маленьких плюшевых, 8 миллиметров. Они быстро расходуются, поэтому. И купила вот такие наклейки. Еще сама не распечатывала, а их не видно. Так, давайте с вами вместе рассмотрим. Они уже вырезаны. И это серия зайчики. Посмотрите, какая прелесть. Тут каждую наклейку можно рассматривать. Ну, прелесть прелестная. Я обожаю такие наклейки. И буду их, конечно же, вкладывать в свои посылочки, заказы с игрушками. Ну, это же просто какая-то находка моя. Стоят эти наклейки, кстати, недорого. Я их купила также, наверное, по скидке, я не знаю. Если вам интересно, где я купила такие наклеечки, но мне кажется, их легко найти на Валбересе. Я их покупала. Если нужен артикул, пишите, и я оставлю ссылку на эти наклейки. Ну, посмотрите, печет он пирожки какие-то, коржики с клубничкой. Вот у меня есть зайчик в платье с клубничками. Ну как вот такую наклеечку не добавить, да, посылку? Ну это же просто красота. Вот кофе пьет. Тут яичко у него, наверное, или какой-то кексик. Все наклейки интересные. Ну, посмотрите. Ну, прелесть. Вот, ну, милота. Вот когда я вязала двух зайчиков, мальчика и девочку, можно было вот такую открытку. Кстати, у меня там мальчик был в синей жилетке. Вот, ну, как подходит, да? Это открытая, ой, наклеечка. Ну, такие вот я не очень люблю вот эти. Ну, красота. Да тут все прелестные.
Вот зимняя тематика. В норке лежит. На коньках катается. Это зайчик с плюшка спит. Такой джентльмен. Это пасхальный баскетболист зайчик. Это какой-то директор. Так, немножко отвлеклась. Ну, вот такие наклеечки прелестные. Я очень рада, что они попались мне на Вайлдберрис, и вот я их приобрела. И, кстати, на ощупь они очень приятные. Такая бумага, не лощеная, как сказать-то. Они не блестящие, матовые, но такие гладкие, плотненькие. Все красивые. Современный зайчик. Блогер. Все. Прелесть. Вот. И купила еще отрез ткани. И сама еще не придумала, что буду из нее шить. Мне понравилась расцветка. Ткань китайский сатин, состав 100% хлопок. 30 градусов, ну понятно. По-моему, здесь 2 метра. Вот мне нужно ее постирать. Вначале я всегда ткань стираю перед раскроем. И не знаю еще, что буду из нее шить. Или какой-то сарафан. Может быть, какая-то будет у меня домашняя одежда, типа халата сделаю. Может быть, чехлы на стулья на кухню. У меня на кухне стены похожего цвета, но немножечко другого оттенка. Может быть, сошью чехлы на стулья мягкие. Вот я шью такие, вставляю туда поролон. Может быть, трусы мужские. Ну, как они по толщине. Ну, надо постирать и посмотреть. Мягкая ткань, не мягкая. Но на ощупь приятная, такая шелковистая. Мне очень понравилась расцветка. Вот такая лесная. А из обрезков уже буду шить матрасики в люлечке. Вот. Надо перемерить, кстати, 2 метра здесь или сколько. На камере сейчас она у вас немножечко, ну, искажается расцветка. Он на самом деле показывается у вас в более синих тонах, а так он такой лесной зеленый. Очень приятный цвет. Но вот на ощупь мне кажется, что все равно есть какая-то немножечко синтетики. Но, не знаю, заявляют, что 100% хлопок. Поверим. Может быть, такое качество высокая хлопка сейчас. Вот. Ну и плетение такое плотное, не рыхлое. Вот. Хорошая ткань. Вот. Но мне кажется, плетение не как сатиновое. Хотя, не знаю, надо очки взять, порассмотреть. Да нет, сатин, наверное. Вот. Тут, видите, и желуди, и дубовые листочки. И цветочки, лепесточки. Красота. Вот. У меня на самом деле очень много тканей в запасах. И я периодически что-то еще успеваю шить. Если вам интересна и эта сторона моего рукоделия и творчества, пишите, и я покажу вам, какие у меня ткани в запасах в моих закромах. Мы с вами вместе их переберем. Кстати, мне это и самой полезно посмотреть, что там у меня уже накопилось. Покупаю отрез ткани в магазине, знаю точно, что буду из него шить, но потом он у меня отправляется на мои склады ткани, и я, конечно же, забываю, что там у меня есть. Надо перебрать все мои запасы тканей.
Вот такие бирочки получились на мои игрушечки, на брелочки. Осталось только сделать дырочку, но это я буду делать шилом. Дыроколом тут не получится, очень они уж маленькие. Я сама не ожидала, когда говорила, какой мне размер напечатать. Ну, можно, конечно же, их покрупнее, но так как брелочки маленькие, я и бирочки решила сделать маленькие. Вот. Можно и другой дизайн потом придумать. Ну, картинку взяла из Пинтереста, так что все. Пока мне эти хватит, сколько тут штучек прикреплю, а потом буду нарезать по мере надобности. Сразу, наверное, не буду все разрезать. Так, ну и давайте сейчас к самому интересному перейдем, к сюрпризу. Ну, что я могу сказать? Сюрприз так сюрприз. Я даже не знала, что такое может быть. Мне пришла посылка от неизвестного мне человека. И пришла она инкогнито, без предупреждения. Когда мне присылают посылки, спрашивают, куда вам присылать лучше, как вам удобнее. А тут мне приходит извещение: получите посылку в СДЭК. Вот. Это, конечно, было очень неожиданно. Я не знаю, кто это мне прислал, эту посылку. Сейчас я вам ее покажу. Только нужно мне для этого поднять камеру повыше. Ну и вот эта посылка. Не пугайтесь. Посмотрите, какая она громадная, большущая. Я не пойму, что тут, как указан вес. Почему-то написан вес 0,1 килограмма. Но на самом деле она килограмма 4, наверное. И здесь не написано, откуда она пришла. Так, отправитель Парголова. Ну, нету ни номера телефона. Фамилия отправителя есть, имя Вячеслав. Не знаю, или Вячеслав мне отправлял, или, может быть, чей-то представитель Вячеслав. Кто-то его просил это сделать. Вот. Я даже не знаю, кого благодарить, но в любом случае Вячеславу большое спасибо. Он это отправил, я так понимаю. Посылка мягкая. Я догадываюсь, что это пряжа. И давайте сделаем с вами так. Видео получается уже слишком длинное. И эту посылку мы с вами распакуем в следующем видео. Я постараюсь записать распаковку этой посылки завтра, в пятницу. Так что отправитель Вячеслав, да. Ну, я не знаю даже, кого благодарить. Спасибо огромное моему тайному поклоннику, кто мне отправил эту посылку. Но надеюсь, вы найдете какие-то контакты, как со мной связаться. Как-то связь-то надо нам наладить. Я должна как-то вас отблагодарить за эту посылку. Так что всех жду на моем канале завтра. Будем вместе с вами распаковывать это чудо. А что там, будем уже рассматривать, когда раскроем посылку. Я, конечно, уже вся в большом таком нетерпении. Я эту посылку получила еще в субботу. И вот сегодня четверг. Я терпела, ждала и не распаковывала ее. На самом деле мне очень-очень интересно посмотреть, что же там. Но так как мы, блогеры, уже не можем просто так открыть посылку, нам нужно же это все еще снять на видео, поделиться со своими подписчиками радостью. Поэтому я вот до сегодняшнего дня все терпела, но надеюсь, что завтра я ее распакую вместе с вами. Вот. Так что поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео про эту посылку. Так, все, убираю ее со стола. Завтра будем ее распаковывать на другом столе, на большом. Может быть, что-то успею связать, еще что-то новенькое до завтра. Тогда тоже вам это покажу.
график выхода моих видео сбился. Все, у меня уже видео не по понедельникам. А, наверное, я буду записывать видео по мере готовности своих работ. Конечно же, мне нравилось, что видео выходило в один и тот же день, в понедельник. Это очень удобно. И получается, что и отчет за один промежуток времени, за неделю. А так вот по разным дням, и вы меня потеряете. Ну и мне так, наверное, не очень удобно. Буду стараться все-таки выпускать видео в один и тот же день, в понедельник. Ну вот сегодня получилось так. Вот. На этом я буду с вами прощаться. Вроде бы я все показала, что хотела. Но если что-то забыла, значит, поделюсь с вами в следующем видео. Надеюсь, это видео вам понравилось. Было интересно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всего вам самого доброго. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч.